Доброго времени суток, уважаемые сталкеры! Вы на канале Nix and Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Охотник, Амер, Yes Merci, Три Топора и Роял Джон. Поздравляю, призы я отправил на кладовщика кухни гурмана. А кому не повезло в этот раз, не расстраиваемся, ведь для вас у меня новый розыгрыш на ящике со шлемом кашей забрала. Для того, чтобы принять участие в нем, тебе необходимо быть подписанным на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором обязательно укажи свой игровой ник и сервер, на котором играешь. А итоги розыгрыша мы узнаем в следующем видео. Иногда кажется, что зона замирает, что она спит, выжидает, наблюдает. Но это лишь иллюзия, здесь ничто не стоит на месте. Ни время, ни ты. Лето пришло, но здесь оно другое. Не теплое, не ласковое, оно тяжелое, как влажный воздух перед выбросом. И в этой странной тишине чувствуется напряжение, как будто все вокруг затаило дыхание. Ты идешь по знакомым тропам, но с каждым шагом понимаешь, что что-то изменилось. Старая карта больше не дает ответов, радио молчит, а взгляд за спиной слишком явственный, чтобы его игнорировать. Что-то пробудилось и что-то ждет. И вопрос теперь не в том, куда ты пойдешь, а в том, готов ли ты узнать, зачем зона снова зовет тебя обратно. В этом видео я постараюсь рассказать обо всех секретах летнего обновления, что приготовили нам разработчики, какие нововведения ждут сталкеров и, конечно же, щепетильная тема с ребалансом. В зоне грядут большие перемены, а я начинаю свой увлекательный рассказ и желаю тебе приятного аппетита, если кушаешь. Первым делом обсудим самую главную и нашумевшую тему – это изменение параметров защиты и ребаланс оружия в игре. Для того, чтобы увеличить время убийства игрока в игре, разработчик пришел к следующему. Первое – это убрали за броневой урон. За броневым уроном считалось, когда пуля попадала, к примеру, между пластинами бронежилета или же в лицо, которое не защищено забралом. Теперь такого понятия в игре попросту нет. Бронежилет полностью защищает торс, а шлем всю голову. Но не спешите продавать свои К6 забралом. У этого шлема разработчики дополнительно увеличили прочность и защиту от пробития. Следующее изменение – это увеличение показателя защиты от пробития у всех бронежилетов и чертовок, как инъекторов, так и настоек. Раньше, например, укол усиленной чертовки давал 15 единиц защиты. Теперь же он будет давать 25 единиц защиты. А для того, чтобы мне не распинаться по каждому из измененных предметов, я собрал все изменения в удобную табличку, ссылку на которую я оставлю в описании под этим видео и закрепленном комментарии. Третьим изменением стало введение зависимости защиты пробития от состояния экипировки. Теперь при показателе прочности ниже 70% бронежилеты и шлемы постепенно начнут терять единицы защиты от пробития. Но не переживайте, при ремонте показатель защиты снова восстановится в исходное значение. Все эти изменения, касающиеся экипировки, были сделаны для увеличения времени убийства в игре. Разработчик уточнил, что этим решением он хочет дать атакуемому игроку чуть больше времени на реакцию и применение ответных действий по отношению к нападающему. Следующие глобальные изменения потерпели наши штурмовые винтовки. Ни для кого не секрет, что снайперки в игре никак не использовались. Взял 107 и пошел напропалую лупить все, что попало в зону видимости. А кто-то и за прорисовку накидывать умудряется. Впрочем, это уже совсем другая история. Так вот теперь у оружия появляется баллистика, останавливающий эффект патрон и урон от расстояния. В обновленной системе баллистики сила падения пули на дистанции теперь будет зависеть от калибра и типа патрона, который использует ваше оружие. Чем больше калибр, тем большее расстояние будет преодолевать пуля без ощутимого падения. Также теперь все калибры имеют останавливающий эффект. Напомню, что раньше такой эффект был только у калибра 9.39, а у снайперских винтовок повысили множитель урона от расстояния. Теперь чем больше дистанция, тем больше урон. Ну вот и добрались мы с вами до изменения характеристик оружия. Всему оружию повысили прочность на 10%, но теперь патроны с вольфрамовым сердечником будут тратить больше прочности за выстрел, нежели простые или бронебойные патроны. Также исправили ошибку, связанную с кучностью оружия. Теперь параметр МОА будет работать корректно. Еще уменьшили темп стрельбы практически у всего оружия. По поводу модифицированного оружия, ребят, не парьтесь, оно останется также топом по скорострельности, но уже в обновленных параметрах. Повторюсь, все измененные параметры я собрал в табличку, ссылка на нее в описании и закрепленном комментарии. Изменения коснулись даже прицельной стрельбы. Теперь при стрельбе в прицеле пуля будет лететь не из дул ствола, а из самого прицела. Это решает проблему, когда пуля могла лететь чуть ниже перекрестия прицела, даже на очень близких расстояниях, от чего могло сложиться ошибочное предположение, что виной тому неправильно рассчитанная баллистика. У РПГ-7 уменьшена скорость перезарядки и экипировки, уменьшен радиус взрыва и радиус оглушения у снарядов ПГ-7ВМ и ОГ-7Б. По поводу радиуса оглушения, так-то спорный момент. Достаточно вспомнить пару моих видео, где снаряды взрывались под ногами у противников и не наносили абсолютно
абсолютно никакого урона. У коктейлей Молотова уменьшен радиус зоны горения, уменьшена длительность существования зоны горения, уменьшено количество накладываемых эффектов горения, а также уменьшен вес. Из приятного здесь это изменения, которые затронули модификацию оружия. Теперь наконец-то нам доступна автоматическая модификация оружия на станках. Принцип работы прост, каждый разберется, так что не будем затрачивать на это время. А вот про повышенные шансы на успешную модификацию оружия стоит рассказать поподробнее. В зависимости от самого оружия, первые 1-3 шага будут иметь 100% шанс успеха. Последующие же шаги будут иметь снижающуюся градацию успеха, как и сейчас, однако сами шансы будут выше. 2 последних шага будут иметь самые низкие шансы. Если же у какой-то характеристики максимальное количество шагов всего 3, то первый шаг будет с гарантированным успехом, а последние 2 с минимальными шансами на успешную модификацию. Если же максимальное количество и вовсе 1 или 2 шага, то будет применяться только правило последних 2 шагов. Но у некоторого оружия шансы модификации останутся без изменений, и сейчас ты видишь их на экране. Если ты только-только начинаешь свой сталкерский путь в зоне, тогда у меня для тебя есть подарок. Просто вводи промокод NIX в меню игры и получай бесплатно бронежилет, премиум статус на аккаунт и кучу расходников, которые упростят тебе игру на старте. Также в своем блоге Дзен я выложил картинку, в ней я спрятал промокод, который бесплатно подарит премиум статус аж на 30 дней. Главное успеть ввести его первым, все промокоды работают абсолютно на всех серверах нашей любимой игры. Изменения коснулись и интерфейса в игре. Теперь в игре доступно меню быстрого доступа, вызвать его можно нажатием клавиши Т. Но вот найдет ли эта функция широкое применение среди игроков, не знаю. Поюзав это прекрасное колесо на тесте, мне проще по старинке нажать на клавишу и использовать предмет, или же взять оружие в руки. Изменили и интерфейс экипированного оружия. Теперь каждое оружие имеет свой рисунок. Также скорректировали отображение пинга и FPS и придали отображению премиального статуса и бустера очков торговли более презентабельный вид. Выглядит красиво, мне тут все нравится, красавчики, визуал я люблю. Далее некоторые изменения, о которых просили игроки. Добавление отображения веса предмета во всплывающем окне при наведении. Введение зависимости веса предметов от его количества использований. Например, чем меньше у вас осталось применения аптечки, тем меньше она будет весить. И приятной вишенкой на торте стало переработанное ружье Сайга. Кроме того, теперь есть возможность добавить модификатор на дробовик. Жаль, что нельзя поставить еще и глушитель. А также от себя добавлю, что жду переходника с ласточкиного хвоста на планку Пикатини. И сделайте, пожалуйста, что-нибудь с рукояткой USR 3M, а то 2 рукоятки, стоковая и игровая, смотрятся не очень красиво. По поводу обновления группировок, союзов, альянсов, древа навыков группировок, награды за активность в группировке и так далее я уже снимал видео. Если есть желание посмотреть его, то ссылка будет в правом верхнем углу. Прошу простить за неудобство, но я просто не хочу повторяться. Единственное, что добавлю и чего нет в том видео, так это то, что теперь группировки смогут иметь всего лишь одного союзника. И также изменилось новое максимальное количество игроков в группировке. Теперь на первом уровне доступно 10 человек, на втором уровне 25 человек, на третьем уровне 50 человек, на четвертом уровне 75 человек и на пятом уровне 100 человек. Также обновление коснулось и нашего любимого города Любич. Работа над сюжетом в игре идет полным ходом. После обновленного обучения и станции Лесной пришло время для следующего шага – преобразование старого доброго города Любич. Некоторые районы города сохранят знакомый облик, а другие сильно изменятся. И именно здесь продолжится основная сюжетная линия. Игроки познакомятся с историей военного городка и главной группировкой пропагандистом Союзом. Что изменится? Главное, почти все текущие задания в Любиче будут удалены, а оставшиеся переработаны. Новый сюжет займет примерно столько же времени, сколько и старый, но будет намного насыщеннее и интереснее. Так что можно попрощаться с унылым планом помидором, теперь упор будет на события и смысл. Кроме того, больше никаких квестов с бесконечным сбором хлама в основном сюжете, а побочные задания будут открываться только после прохождения соответствующей сюжетной линии с НИПом. Количество ежедневок уменьшится, чтобы не перегружать игрока и не запутывать его в списке заданий. Выход с локации Любич будет по-прежнему доступен 2 путями: по основной линии с Союзом или же через Штакета. Для того, чтобы покинуть стены Любича, теперь необходимо иметь минимальный уровень своего персонажа как условие. Какой нужен уровень, пока неизвестно. Если ты уже проходил сюжет в Любиче, ты можешь вернуться и пройти его обновленную версию. При этом доступ к окрестностям сохранится, и ты всегда сможешь выйти из города через КПП. Встречайте новое динамическое событие. Вместе с летним обновлением в игру добавляют свежий ивент в открытом мире – защита группы ученых. В отличие от предыдущих событий, где нужно было просто зачищать территорию, здесь все иначе. Теперь игрокам предстоит отбиваться от волн мутантов и животных, защищая ученых. И если кого-то из них ранят, не беда. Есть небольшое окно времени, в течение которого ученого можно поднять, используя обычные медицинские наборы. Как только ученые соберут нужные данные, а для этого нужно, чтобы хотя бы один ученый выжил, игроки получат награду. Это могут быть лекарства, стабилизирующие растворы, артефакты и даже контейнеры для их хранения. Но что нужно знать о событии?
уникальные награды зависят от локации. Чем опаснее зоны, тем ценнее будет лут. Событие может появляться в любом месте, кроме станции Лесная, города Любич и острова Южный. Если в течение некоторого времени рядом не окажется игроков, событие завершится автоматически. Еще в летнем обновлении появится новое одиночное подземелье, которое завершит сюжетную линию Любича и откроет тайны бомбоубежища. Самое главное, что подземелье можно будет проходить повторно хоть каждый день, но после завершения основного сюжета в Любиче. Одиночный данж не будет зависеть от уровня персонажа, и даже если ты давно покинул Любич, ты сможешь вернуться и пройти его. Но есть небольшой нюанс. Подземелье может не появиться сразу с обновлением, оно сейчас находится в активной разработке и обязательно выйдет в ближайших патчах. Подводя итог, можно сказать, что летнее обновление получилось масштабным и по-настоящему важным для проекта. Да, есть спорные моменты, например, изменение зоны действия у снаряда РПГ или же веса коктейля Молотова, с которыми нужно еще разобраться на практике. Но все это мелочи на фоне того, как серьезно изменилась сама суть игры. Ребаланс экипировки и оружия — это шаг к более честному и тактическому геймплею. Автоматическая модификация, повышение шансов и интерфейсные доработки давно ждали сталкеры и наконец-то дождались. Новый сюжет, переработанный Любич, динамические события и подземелья дают игре второе дыхание. Меньше гринда, а больше смысла и истории. Как по мне, это сильное обновление. Видно, что разработчики слушают игроков и стараются двигать проект в правильном направлении. Да, не все идеально, но работа идет, и она действительно заметна. А значит, что нас ждет еще много интересного контента. На этом у меня все, сталкер. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Если было полезно, поставь лайк, подпишись на канал и не забудь принять участие в розыгрыше. А итоги мы уже узнаем в следующем видео. Удачи в зоне, и помни, только ты решаешь, когда идти дальше, а когда оглянуться назад. Увидимся в зоне, брат сталкер.